Что значит я не могу пройти? Вы вообще понимаете, кто я? Я, Фил Спенсер, прекрасно понимаю, кто вы, однако все места на данном игровом шоу давным-давно заняты. Нет, вы не понимаете, какую именно компанию я представляю. Microsoft решила наконец-то снизойти и вернулась в эту вашу Россию, привезла свои хиты, новый перезапущенный Call of Duty, Diablo 5, TS6. Наконец-то у вас появятся игры, а то у вас без нас вообще не во что играть. Вообще-то у нас полно разнообразных игр. Типа, ваш ответ на наши шедевры? Типа, вопрос, что вы тут забыли. Без вас прекрасно справляемся. Вы, наверное, меня неправильно поняли. Ну, как обычно, да. А можно я тут просто с плакатиком Т6 поставить, типа, рекламкой? Когда Т6 выйдет? Никто не знает. Ну, постойте, пока не выйдет. Приветствуем вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это очень важный ролик, так что будем надеяться, что вы поспособствуете его распространению. Как? Ну, написав какой-нибудь комментарий, поставив лайк, порекомендовав другу. Особенно хорошо, если ваш друг имеет какое-то отношение к игровой индустрии, потому что мы решили устроить небольшое игровое шоу, которое пройдет ближе к концу августа. Заявки на это шоу от игровых компаний принимаются до 15 августа. Соответственно, мы будем отбирать игровые проекты, которые затем будем вам презентовать. Естественно, это шоу будет такого колхозного типа, потому что... Handmade, Виталик. Модно говорить handmade. Крафтовое. Во-во-во, крафтовое, да. Это будет крафтовое шоу. У нас нет столько денег, сколько у Джеффа Келли, чтобы в центре Лос-Анджелеса снимать какой-то зал. Нет, мы будем проводить это в каком-то другом месте, вероятно здесь, может быть где-то еще. Но главное, а почему мы в принципе решились на проведение данного мероприятия? А дело в том, дорогие друзья, что внезапно мы посмотрели на игровую индустрию и увидели, что есть чему поучиться у американцев. В частности, когда нам презентовали разнообразные летние шоу, среди них были громкие Microsoft, Sony, Ubisoft, даже компания Capcom зачем-то сделала свою презентацию, но, тем не менее, там были и такие совсем маленькие шоу, которые, тем не менее, привлекали какую-никакую аудиторию. Причем некоторые из этих шоу были формата, вот, сидят два придурка с камерой и рассказывают про игры. Ну, в принципе, показывают вам трейлеры, а сами иногда в перерывах делают вид, как будто им это очень интересно. Было упоительное в своей милоте шоу Wholesome Direct, которое проводили уютные девочки, ну такие няшненькие, такие хорошенькие, да, и они показывали такие миленькие игрушечки. Cozy Adventure, как это радует! Да, Миши от этого сводили скулы, и именно благодаря этим девочкам мы обратили внимание на один факт. Оказывается, даже какие-то ютуберы могут собрать аудиторию, могут собрать заинтересованных разработчиков, презентовать их игры, и это кому-то будет интересно. И мы подумали, так, а кто у нас этим занимается? Ну, имеется в виду на русском языке. Посмотрели направо на уважаемые издания. Никто этим не занимается. Посмотрели налево на блогеров из верхнего интернета. Никто этим не занимается. Ну и решили, а давай мы. Возьмем это инициативу в свои руки. Следующий вопрос. Зачем? Зачем нам нужна вся эта головная боль? Потому что это организация, это нужно списываться с разработчиками. Это, естественно, некоторых придется отшивать. С некоторыми договариваться поближе, для того, чтобы они презентовали нам какие-то свои, ну, не эксклюзивные трейлеры, но куда более удобоваримые, чем те трейлеры, которые у них есть на данный момент. Надо понимать, что любой организационный процесс отнимает у тебя энергию, и тем не менее мы решили списаться в это мероприятие. Почему, думаете вы? Наверное, чтобы заработать денег, так вот нет. Обычно эти шоу как раз таки и устраиваются для того, чтобы зарабатывать деньги. Игровая компания засылает свой трейлер на какое-нибудь мероприятие. Джефф Келли говорит, чтобы мы вас показали, вам нужно заплатить $50 тысяч. А Wholesome Direct, допустим, мы не знаем расценок, говорит, ну мы вас покажем за $1000. Ну и маленькая инди-студия, у которой весь бюджет где-то $50 тысяч, понимает, что там им побывать не светит, а
вот сюда в принципе как-то можно пролезть. Но мы решили пойти другим путем, то есть мы решили сделать интересное шоу. Что я имею в виду? Обычно кто заплатит деньги, тот трейлер и показывают. Мы будем отбирать игры, которые интересны нам, про которые будет что рассказать, за которые, вероятно, зацепится аудитория. Поскольку это бесплатное шоу для участников, соответственно, и отбирать участников будем мы. Вторая главная причина, зачем мы все это делаем, ради самих разработчиков, точнее ради самой игровой индустрии. А огромное количество ребят, у них у всех одна большая проблема: достучаться до аудитории, достучаться до людей, показать себя. Разработчиков много, это тысячи компаний, каждая из них что-то презентует. Игры далеко не всегда выглядят приемлемо. Достаточно вспомнить недавний BattleBit Remastered, который на скриншотах выглядит как ужас, просто восставший из бездны. Но тем не менее оказался весьма увлекательной игрой, такая копирка под Battlefield, которая запустится на любой картошке. Имеется в виду на любом процессоре. Люди тебя всегда встречают по одежке, и заинтересовать их какой-то игрой, особенно когда у тебя нет хороших художников, возможно, геймплей гениальный, но извините, это ты аудитории большой не продашь. Но тем не менее мы постараемся заинтересовать людей какой-нибудь оригинальной концепцией. Это раз. Второе. Почему это помощь, собственно, игровой индустрии? А потому что иногда среди игровых компаний возникают самородки, которым только руку протяни, но, к сожалению, поскольку про них никто не знает, соответственно, и не придет к ним никогда инвестор, который предложит много-много денежки для того, чтобы довести этот проект до финала. У огромного количества, да в общем-то у всех студий, главная проблема — это финансирование. Найти грамотного инвестора, найти человека, который мог бы за тебя вписаться, найти человека, который мог бы взять за тебя расходы. Естественно, потом придется отдать ему значительную долю с продаж, но тем не менее именно этот человек поспособствует тому, что твоя игра в итоге появится на прилавках магазинов. Это очень важно, и мы, соответственно, будем прикладывать все усилия для того, чтобы это случилось. То есть, с одной стороны, мы поможем разработчикам сделать игры немного более узнаваемыми, с другой стороны, возможно, на них обратит внимание какой-нибудь инвестор. И, честно говоря, со мной уже связались заинтересованные лица, которые сказали: Виталя, если увидишь какую-то хорошую игру, ты позвони, дай контактик, мы дальше сами. Так что, друзья, игровые разработчики, обращаюсь к вам. Присылайте свои наработки, и надеюсь, у вас все получится. Как шоу будет проходить, я думаю, разработчикам будет интересно узнать. Во-первых, это будет максимально колхозный формат. Такого вы еще нигде не видели. Если обычно Джефф Келли и, в общем-то, многие другие все делают для того, чтобы продать игру, то мы будем рассказывать про игру с ваших слов, но со своими комментариями. Когда мы будем показывать ваш трейлер, в уголках будут висеть наши портретики, которые будут эмоционально показывать нашу реакцию на увиденное. И кроме этого, после того, как мы этот трейлер посмотрим, мы, конечно же, поделимся какими-то комментариями. Возможно, что-то нам понравится, возможно, нет. В общем, максимально колхозный такой местечковый формат для того, чтобы люди видели нашу реакцию на то, что мы демонстрируем. Да, мы будем показывать, рассказывать и критиковать. На мой взгляд, кстати, одной из проблем российской игровой индустрии 90-х и начала нулевых была риторика «своё не пахнет», когда было принято хвалить игры просто потому, что их сделала команда из России или другой страны бывшего Советского Союза. Просто потому что. Мне кажется, этот подход неверный. Мне кажется, что да, если тебе что-то не нравится, ты говоришь, что тебе что-то не нравится. Вне зависимости от того, кем эта игра сделана. Поэтому мы будем живо реагировать на какие-то трейлеры, мы будем высказывать свое мнение по этим играм. Мы будем стебать разработчиков. Да, мы будем говорить про очередные коузи приключения, естественно. Про квадратную графику, опять пиксели. Не беспокойтесь, шуток будет много. Поэтому заранее приготовьтесь к тому, что если ваш трейлер попадет на наше шоу, то мало не покажется в любом случае. Потому что наша задача еще раз сделать интересное шоу, интересное для зрителей. А зрителям нравится, когда кому-то делают больно. По каким же критериям мы будем отбирать участников? Во-первых, у вас уже должен быть готов прототип. Должны быть какие-то скриншоты. Лучше, если это, естественно, трейлер. Конечно же, трейлер приветствуется, если он будет
будет на русском языке. Я думаю, субтитры поменять не такая уж большая проблема. Трейлер на русском языке для русскоязычной аудитории. Кроме этого, игра должна быть уже не то чтобы готова, это может быть даже прототип, но по крайней мере должно быть полное емкое описание, а что это и что человек должен в ней делать. Кроме этого, в трейлере должен отображаться игровой процесс, чтобы люди видели товар лицом. Без всяких этих странных постановочных роликов, которые показывают, наше видение. Вот как эта игра, возможно, будет выглядеть, если нам дадут 200 миллионов долларов. А может и не будет, а может и не выглядит. Да, приветствуются именно что трейлеры с демонстрацией реального игрового процесса, приветствуются трейлеры, из которых можно понять, что это за игра, как она работает, о чем это приключение, что человек будет делать. Мы, когда смотрим западные презентации, мы не раз говорим, что нам нравится, когда нам показывают игру, а не какие-то мультики. Поэтому да, лучше, когда есть игровой процесс, а не просто набор картинок с 2-3 какими-то кадрами формата. Вот что-то такое мы когда-нибудь, может быть, это не точно сделаем. Следующее требование: игра должна быть переведена на русский язык. Точка. Еще одно требование: игра должна продаваться в Российской Федерации и Республике Беларусь, в каком бы сервисе вы ее не издавали. Epic Games Store, Steam, VK Play. Игра должна быть доступна жителям этих регионов, и все отговорки формата вы понимаете, мы не принимаем. Для таких проектов существуют западные презентации. Пожалуйста, у нас, поскольку формат «наши игры», логично, что нам бы хотелось, чтобы наши игры были доступны для официальной продажи у нас. Еще одно требование: мы не допускаем на это шоу создателей донатных помоек с концепцией «плати, чтобы побеждать». Да, мы понимаем, что есть премиальные игры, есть условно-бесплатные. Мы не выступаем категорически против концепции условно-бесплатных игр, но мы выступаем категорически против идеи «плати и побеждай». Да, условно-бесплатным играм нужна монетизация, мы это понимаем, но нам бы хотелось как минимум на уровне обещаний видеть заявление о том, что монетизация будет адекватной. То есть, если к нам придет компания Huiverse, создатели Genshin Impact и Honkai Star Rail, и скажут: ребята, а давайте мы на вашем шоу покажем несколько каких-то там трейлеров, мы скажем: идите в жопу, мы таким не занимаемся. А если придут ребята, например, из Pass of Exile, которые скажут: смотрите, мы тут собираемся презентовать скоро вторую часть, мы скажем: отлично, только во второй части монетизация тоже через косметику или уже pay to win. Они скажут: не-не-не, никакого pay to win, тогда добро пожаловать. И расширитель инвентаря, чего бы и нет. Нормально. То есть, если мы говорим о презентации условно-бесплатных игр в рамках нашего мероприятия, то нам хотелось бы видеть план по монетизации. Это важно. Каких ограничений у нас нет? Во-первых, нам плевать на место жительства. Компания из одного человека, допустим, может находиться где-то в Казахстане, Беларуси, России, Литве, Кипре. Латвии, в Польше, на Кипре каком-нибудь, с Украины. Пожалуйста, кто хочет, пусть подает заявки. Главное, еще раз, чтобы игра была доступна на русском языке и была доступна в продаже для жителей России и Беларуси. По поводу русского языка мы понимаем, что у инди-разработчиков бывает мало денег. Мы понимаем, что инди-разработчики в первую очередь ориентируются на западную аудиторию. Поэтому, если в игре есть озвучка, она может быть только английская. Но русские субтитры, русский интерфейс там быть должен обязательно. Нам плевать на эксклюзивность трейлеров. Игровые компании могли эти трейлеры засылать куда угодно. Их могли показывать там на IGN, на GameSpot, на YouTube-канале самих разработчиков. Главное, что мы их покажем. Главное, чтобы они были, внимание, переведены на русский язык хотя бы субтитрами. Да, мы не собираемся устраивать мировые премьеры, эксклюзивные показы за пределами крупных мероприятий, типа там The Game Awards, типа Summer Game Fest. Вот эти вот объявления о мировых премьерах выглядят не очень уместно, потому что, естественно, какие-то там супер крупные проекты показаны не будут. А мировая премьера
пиксельного Cozy Adventure, это даже звучит, неуместно, глупо, я считаю. Поэтому, да, задача нашего мероприятия это не собрать какие-то эксклюзивные трейлеры и не говорить: только у нас, только сегодня, только сейчас вы сможете это увидеть. Нет, наша задача это расширить аудиторию для проектов, которые в этой аудитории и во внимании игроков очень и очень сильно нуждаются. Также мы не настаиваем на том, чтобы у игры была твердая дата выхода. Это может быть прототип, это может быть идея. Если она найдет отклик, не то что аудитории, если она найдет грамотного инвестора, соответственно, прототип может переделываться много раз и в конечном итоге превратиться в совершенно другую игру. Соответственно, задача разработчиков, когда они присылают письмо нам, дать исчерпывающую информацию о том, чем является их игра. В свое время, когда еще проходила конференция разработчиков игр, когда только начинался Игромир, я еще, диски тогда покупал, смотрел эти ролики так вот случайным образом, они как-то ко мне стекались через друзей, через российские журналы. Мне казалось, что вот, будет время, через годы там у нас будет, если не E3, то что-то такое вот эффектное, что-то такое, что вот будет удивлять, где будут показываться игры, которые не стыдно поставить рядом с западными проектами. Российская игровая индустрия после кризиса 2008 года, я считаю, в основном не по своей воле, но избрала другой путь. Сейчас мы наблюдаем перезапуск этой игровой индустрии, по сути. Мы наблюдаем большое количество интересных начинаний от инди-студий. И да, хочется это все как-то, возглавить, может, слишком громкое слово, но принять в этом участие. Да хотя бы начать хоть какой-нибудь процесс, чтобы потом люди с деньгами посмотрели, сколько на самом деле классных игровых компаний, сколько идей, и, возможно, задумались о том, что на самом-то деле можно создать свое большое, игровое шоу. Потому что у нас своих светлых голов более чем достаточно. Ну и к слову, как вы это шоу будете делать? Это вопрос обращается к нам. За какие, так сказать, шиши? Все очень просто. У нас есть спонсоры. Да, их немного, но тем не менее, эти ребята поддерживают нас во время стримов. Эти ребята оформляют спонсорскую подписку через Boosty, спонсору или напрямую через ютубчик. Этого нам вполне достаточно, чтобы продвигать такие инициативы. Если вы хотите нас поддержать, ради бога, все пути вам доступны. Ну и на этом, дорогие друзья, у нас все. Ах да, один маленький нюанс. А как будет называться наше шоу? А шоу называется «Наши игры» через «ы». Почему «ы»? Во-первых, чтобы никто не догадался, ха-ха. Во-вторых, потому что мы белорусы, а у белорусов как слышится, так и пишется. Очень простой язык, не понимаю, почему реформа русского языка так и не состоялась в нужную сторону. Наши игры. Таким образом, в этом названии двойной смысл. С одной стороны, чтобы никто не догадался, а с другой, чтобы всем было понятно, что это наши игры. И плевать на национальность, плевать на какие-то различия. Пожалуйста, становитесь участниками, присылайте свои заявки, мы их будем внимательно рассматривать. Так что, друзья, комментарий, лайк, давайте поспособствуем продвижению этого видео, чтобы данное шоу состоялось и было максимально интересным. Для того, чтобы помочь, нашей игровой индустрии. Нашей. А где ты был на выходных? Дома. Просто дома сидел? Да. Грустненько. А знаешь, где был я? Где? На Мальдивах. Ага. Прошу прощения, нет, тут веревочка. Только на белорусских Мальдивах у нас есть и такое, да. Нас пригласили в город, называется Город Солнца. Очевидно, по названию это какая-то секта, где вечером кого-нибудь должны принести в жертву. Если отталкиваться от различных фильмов ужасов, типа того же «Солнцестояние». Какой там фильм ужасов? Унылая хрень. И, соответственно, мы поехали туда посмотреть, а что там будет. Оказалось, место очень приятное, озеро. И на этом озере ребята решили устроить Мальдивы. Чем Мальдивы известны? Ты знаешь, ты хорошо знаешь, чем известны Мальдивы. Угу. Там уютные домики стоят на берегу моря, и на этих домиках есть специальные такие вот гамаки прямо над водой. Там можно прыгать, можно спать, и все это так охлаждает. И тут берег этот, и волны плещутся, блондиночки там с татличными жопками тоже там бегают. Все замечательно. И мы туда приехали, а там такие же домики. И можно уже ни на какие Мальдивы не ехать. Можно просто... Девчонки классные.
бокалами в наличии, бегают туда-сюда постоянно. Там, правда, нельзя бухать, так же, как и на Мальдивах. А почему там нельзя бухать? А мусульманская страна, здрасте. Нет, там-то понятно, а здесь почему? А там эко-зона. Именно поэтому эти ребята не проводят корпоративы, потому что на корпоративах вы сами знаете, что бывает. Там, если что ты привез с собой, то это то, что ты привез с собой, но не приветствуется. Люди должны быть веселыми, праздными и трезвыми, наслаждаться жизнью. Там все вот это вот обустроено. Но, что меня там удивило больше всего, стоят вот эти вот домики, они красивые, уютные, как раз на двоих, для того, чтобы парочка могла спокойно отдохнуть от детей, если вы понимаете, о чем я. И рядом с этими домиками стоит какая-то инсталляция. Двухэтажный такой навороченный дом в стиле стимпанк. Вот как вы сейчас наблюдаете на экранах. И вот постарайтесь догадаться, дорогие друзья, что это. Даю подсказку. Туда периодически приходят люди. На 5-10 минут. Постоянно. А потом уходят. Конечно. А потом снова приходят. И если мы отталкиваемся от того, что это какая-то секта и все такое, то там, наверное, какая-то молебен, там, не знаю, там что-то еще, там происходит причастие какое-нибудь. На тебя там нацепили такой вот шлем с пчелами, такой, только не пчелы, только не пчелы, только не пчелы. А на самом деле, оказывается, это туалет. И это я такой смотрел, ни хрена себе вы придумали, такая шикарная инсталляция и туалет. Но это плюс еще и кухня. И душевая. В общем, уникальное сочетание. Там и палаточный лагерь, там и класс, там дети. В общем, отдохнул по полной программе. Один день там провел, а вот ощущение, когда возвращался, было словно провел там минимум месяц. Было ощущение, как будто в отпуске побывал. Просто полный спектр эмоций. Там шашлычки, вот это, там квас попили, там на девчонок посмотрели. И не бухали. И ни в коем случае. Я был за рулем, поэтому, естественно, нет. А сын сказал, что пиво горькое и противное, и пил квас. Вот так. Вот так вот. Не удалось споить совершеннолетнего ребенка. Вот и все. Ну ладно, так начинаем. Странно, шутя там не сожгли в конце в здоровенном плетеном человечке. Зачем? Не знаю. Мало ли там секта, все такое. Это, Или сказали, что ты на Николаса Кейджа не похож и вали отсюда. Это белорусские Мальдивы, понимаешь? У нас никогда отродясь не было друидов. Ну и ладно, хорошо. Только ведьмы. Да, ведьмочки. Ведьмочки. Да. Ладно, раз, два, три.